Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. Bonfire, Pixio, Metallica, Самарская Лидия, Фисташка – это современные сорта метельчатых гортензий, безусловно, очень красивые. Но сейчас я вот неспроста сел рядом с метельчатой гортензией из 2006 года. Этот сорт называется Magical Candle. Этот сорт пришел к нам из Нидерландов. Посмотрите, какой красивый сорт метельчатой гортензии. Я вам обязательно сейчас изменю вид камеры и покажу поближе соцветие. Вы просто удивитесь. Вот смотрите, сейчас 2023 год. Я вам назвал в самом начале такие хиты, особенно Pixio и Bonfire. Это то, что вот предпочитают сейчас покупать многие любители выращивания метельчатых гортензий, коллекционеры. Ну и, конечно, на подходе у нас Metallica, Фисташка. Сюда бы я еще в этот же список Indian Summer, пусть он не самый такой свежий, но все-таки новинка. И Самарская Лидия, я ее тоже пока еще отношу к достаточно новым сортам. Но посмотрите, какая красота из 2006 года. В этом году я сделал несколько саженцев, все они, в принципе, достаточно быстро ушли. Недавно ушел последний саженец, нашел своего нового хозяина, владельца. Надеюсь, он доставит ему максимум удовольствия и положительных эмоций. Поэтому суть данного видеоролика, замысел его в том, что не всегда стоит гнаться вот за самыми последними новинками метельчатых гортензий, потому что, ну, во-первых, они, конечно, по цене очень дороги, как правило. Цена постепенно будет опускаться на них, естественно. Ну и не всегда мы можем их проверить, как ведут они себя в тех или определенных условиях, потому что все-таки есть различия между одним и тем же сортом метельчатой гортензии, но растущим, скажем, где-то на юге в условиях Краснодара, либо где-то в средней полосе, может проявлять себя по-разному. Это могут быть разные условия, смотря где он растет, на солнце, в полутени, либо в полной тени, на какой почве, это нейтральная почва, кислая почва или слабо кислая почва. Вот везде будет она себя немножко, чуть-чуть по-разному проявлять. Конечно, почвы различаются еще плодородием, да, где-то песчаные почвы, где-то почвы с преобладанием богатого состава, гумуса. В общем, такие вот особенности существуют. Но я призываю вас к тому, что если вы вдруг начали заниматься выращиванием метельчатых гортензий и выбираете сорта, новинки, конечно, это очень хорошо, но обязательно смотрите и выбирайте также старые сорта. К ним я также еще бы, к старым, уже устаревшим сортам, очень красивым отнес бы также и Ваниль Фрейс. Я вам тоже ее покажу обязательно, как она цветет. Это тоже шедевр селекционеров, очень красивый сорт, но не новинка. Ну и вот Magical Candle, волшебная свеча, магическая свеча в переводе означает. Невысокий сорт, вырастает он примерно при низкой обрезке 1,50 м, 1,20 м бывает. Вот у меня он примерно около 1,5 метров. Если обрезать его чуть повыше, то, соответственно, и это растение будет немного повыше. Очень компактный, очень толстые, прочные стебли. Ну, у меня они все равно подвязаны, потому что все-таки большие соцветия. По объему где-то, наверное, в ширину они достигают около 30 сантиметров, в высоту, наверное, около 40. Вот посмотрите, 3 побега, замечательно выглядят. Эти растения данного сорта можно формировать ярусом. Если вы знаете, как это обрезать, это такой вот способ обрезки, когда у вас будут соцветия на разном уровне находиться. В нижней части, в средней и в верхней. Трехярусная обрезка. О ней я тоже думаю, что в дальнейшем сниму видео, обязательно вам покажу, как это делается. Ну и самая простая обрезка. Вот посмотрите, способна данное растение при самой простой обрезке показать свои лучшие качества. Ну и посмотрите, как вот поближе она выглядит. Вот
соцветие сплошь практически состоит из стерильных цветочков, фертильных не видно. Очень плотная, очень красивая. Здесь собраны оттенки фисташковый, белый, молочный, розовый, бордовый. В общем, очень мне нравится этот сорт, несмотря на то, что он пришел к нам из 2006 года. Ну вот смотрите, я вам все-таки покажу листики. У нас недавно прошли серьезные туманы, очень сильные были, немножко туманом прихватило. Вот листики тоже повреждены. Посмотрите, нижний ярус. Растение очень устойчивое, хорошо зимует, до минус 30 градусов спокойно выдерживает без укрытия. Просто под снегом зимует. Весной его обрезайте так, как вам нравится. Можно делать штамбовую обрезку, очень хорошо будет держать штамб за счет того, что посмотрите, какой толстый у него стебель. Вот с пальцем сравните. У меня все-таки сделана подвязка для страховки, но думаю, что и даже и без подвязки он будет очень хорошо держать соцветие даже после или во время дождя или сильного ветра. Magical Candle – один из моих любимых сортов метельчатой гортензии. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Выращивайте метельчатую гортензию – это очень увлекательное занятие. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться вашим опытом выращивания гортензий, вы можете это сделать в комментариях. Обязательно поставьте вот такой значок лайк под видео, чтобы его увидели как можно больше любителей цветоводов и посмотрели это видео, получили какой-то опыт. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.